на канале Свистич. Меня зовут Ирина, это канал о рукоделии и вышивке крестом. И я вернулась в стройные ряды вышивальщиц. Меня попустило. Голосочек у меня еще, конечно, тот. Ну, потерпите, потому что, собственно, терпеть недолго будет, потому что особо показывать-то и нечего, когда болеешь. Не вышивать, оно ничего не хочется. И поэтому вышивала я немного, но все-таки я вышивала. И вот хочу вам показать. Это мой был первый старт в СП «Вышивальный разгул», который проводит Катя с канала «Лимонка вышивает». И вот полюбуйтесь, какая у меня нарисовалась красивая Эйфелевая башня. Очень легко было вышивать саму Эйфелевую башню. Ну, вы видите, ничего тут сложного абсолютно нету. И когда я начала вышивать цветочки, тут и меня ждала самая, скажем, в кавычках, приятная часть, потому что здесь, как вы можете видеть, 3-4 крестика, смена ниточки, 3-4 крестика, смена ниточки, листочки, та же самая ерунда, цветочки то же самое, и здесь я загрустила. Но, к счастью, я на просторах интернета нашла как-то перенабор в саге. И это дело, конечно, сдвинуло с мертвой точки, и пошло это все быстрее, эти цветочки стали легче вышиваться, и все замечательно. Единственное, что мне не очень нравится, что эта ткань, она вот какая-то рыхлая, ну, такая, она, видите, даже ее, ну, она ездит туда-сюда, и это не очень удобно вышивать, хотя, казалось бы, да, на пяльцах я вышиваю в 2 прокола, мне мягенькая ткань, оно самое оно, но это уж слишком рыхлая, слишком она это, ну, получается очень красиво, прям вышиваю весна-весна, прям особенно эти голубенькие незабудочки или что это, ну, вообще, ну, и розовенькие розочки тоже. Очень мне нравится сам процесс, очень красиво получается и радует взор. Сегодня был второй старт, объявили тему. Тема откладывала 2 года. Если вы помните, я в предыдущих видео говорила, когда она откладывала 2 года, я хотела взять смородину от Екатерины Волковой. Ну, что мне ее не хочется брать вообще. Посмотрела, что у меня там есть еще. В принципе, можно было что-то другое подобрать, но, честно говоря, мне ничего не хочется. Я уж лучше своего котика французского попродвигаю, либо птичек, у меня есть что продвигать. А так как я себя объявила в Light, этот самый, то мне надо минимум 4 процесса, и поэтому я могу свободно пропустить какой-то один пункт, и я решила, что этот пункт я пропущу. Лучше я подтягиваю вот эти все мои начатые работы, потому как я уже сказала, особое желание у меня вышивать на прошлой неделе не было. Что же я еще делала? Вышивала я зимнюю сценку эту, но тоже, боже, ну вот что значит «человек болеет» называется. Короче говоря, вот здесь полукрестом надо зашивать. Ну, вот этим, вот как здесь, это все зашито белыми нитками полукрестом. И белым по белому, вы же сами понимаете, ласки в кучку, голова ничего не соображает, думаю, да. И я очень мудро, в кавычках, поступила, что я думаю, сейчас я полукрестом белым позашиваю, а потом остальное вот это все позаполняю, вот эти все, эти самые. Начала, ну, как я говорила в предыдущем видео, 3 раза ошиблась, бросила и перестала. Потом начала вот эту березу вышивать. Тут тоже вот здесь полукрестом, вот здесь идет белым цветом. Это, конечно, трэш придумали, а не белым по белому, полукрестом вышивать, вообще ничего не видно. Ну да ладно. Когда меня попустило, когда у меня уже не было температуры, я такая думаю, блин, а какого фига я белым полукрестом начала вышивать, когда гораздо проще вышить все вот эти элементы, а потом оставшееся пространство просто тупо заполнить этим белым полукрестом. И мне будет удобнее, и я вот это не буду ошибаться, мучиться, и будет это гораздо все проще.
Так что вот как видите, я вот здесь вот это вот все зашила. Последний раз вы видели без вот этих ящиков, до сих пор было зашито. Вот что я сделала на этой неделе, вот этот кусочек, вот эти сугробики. Вот здесь скрейник в 4 сложения и белая нитка. Вот это тоже еще. Я уже беру кусочки, ну, не знаю, сантиметров по 10, потому что этот креник, он, ну, ужасно себя ведет. Он собирается, такие скатывается. Ну, короче, неудобно, страшно. И вот здесь вроде его немножко, но видно, что она поблескивает слегка. Вот эти вот. Красиво с гриником получается. Ну, блин, заморочь еще та. Я не знаю, может, надо было рейнбоу какой-то подобрать такого цвета, более-менее подходящего, потому что, ну, гриник еще в 4 раза сложенный, он весь ездит, убегает. Потом, когда 18 же здесь каунт, через эти дырочки протягиваешь, он перетирается, длинную нитку не возьмешь, я же говорю. Сантиметров по 10 беру, не больше, и, ну, понятно, что тут 10 крестиков меняю нитку, 10 крестиков меняю нитку, но по-другому не получается. Я уже несколько кусочков выбросила, когда нормальную длину брала, и решила не париться, вот так делаю. Вот на таком этапе у меня зимняя сценка. И последний мой из зимних стартов — это игрушечка от Dimensions. Вот тоже я здесь, как можете видеть, закончила полностью домик здесь вышивать. Этот, вот здесь гирлянда вокруг дома. Мне надо тут красненьким дошить эту самую гирлянду. И вот здесь красненькие типа шарики французскими узелками дошить. Вот здесь я уже елку начала вышивать. Ну, здесь осталось еще вот сюда елка. И потом здесь внизу пойдет полукрест. В принципе, уже это как бы на финишной прямой. Ну, как на финишной прямой, опять же, я это говорю. Здесь я еще этот, как его, бэкстич даже и не начинала. Так что здесь еще бэкстича будет дофигища. Так что есть еще что-то делать, буду делать. Вот такие новости были. Что еще интересного у меня произошло? Была я сегодня в библиотеке, возобновились все наши курсы, которые там были на перерыве, на всех этих новогодних рождественских каникулах. И начиталась у девчонок, там же народ читающий, в этом вышивальном разгуле много девочек, которые читают, и они там рассказывают, что они там читают интересного. Пошла в библиотеку на английский, думаю, возьму и я почитаю что-нибудь. Взяла Мураками, не знаю, взяла тоненькую уже. Я уже как-то говорила, что у меня что-то сил нету не читать долго, так что я взяла, здесь 170 страниц. У меня терплячки на 100 хватает, но думаю, уже 170 все-таки это поменьше, чем 400. Надеюсь, я ее прочитаю. Будет чем заняться. Ну, тут написано на английском After, ну, вообще книжка на итальянском у меня написана. Ну, в смысле, напечатана. Буду читать. Ну и вот, как я вам и обещала, взяла я моего котика. Вот такой котик от фирмы Creades. И я что-то так захотелось мне его повышивать, я уже соскучилась, и я знаю, что многие мои зрители любят этого котика и ждут, когда я его буду вышивать. И вот посмотрите, что у меня получилось. Сейчас я вам вставлю, что у меня было. И вот на данный момент, что я вышила. Я вчера вышила вот эти вот элементы. Очень красиво оно получается. Вставлю вам фотографии, чтобы вы увидели получше, здорово, как красиво это выглядит. И вот этот элемент я вышила. Здесь, как можете видеть, и бисер здесь маленький, этот ювелирный. Вот этот элемент я вышила. И вот эти вот, типа косичек что-то. Ну, честно говоря, мне вот этот элемент меньше всего понравился. Я как-то
слишком... Если бы это покрупнее была канва, мне кажется, оно выглядело гораздо интереснее. А так, как она достаточно миленькая, какой-то 28-й, вообще 32-й каунт, они вот, ну, слишком миленькая эта косичка. Вот, допустим, здесь покрупнее, где вот эта косичка, она, видите, как выглядит поинтереснее, потому что, ну, покрупнее. А вот такой котик. Это будет котик, кто не догадывается. Прям я соскучилась за этим котиком с таким удовольствием. Я вчера прям села и вышила вот эти все элементы. А вышивается оно несложно, легко и быстро. Единственное, что, как я уже говорила, там в самом схеме там нету никакого описания. Там просто нарисована схема, и ты смотришь схему и вот повторяешь за схемой эти элементы. Нету описания, как делать так вот тот или иной элемент, как я уже говорила, там в Джаснане целая Библия, там расписана каждый шаг, какой как элемент, как шовчик каждый выполнять. Ну, это даже не элементы хардангера, это вот именно вот шовчики, что мы называем. Вот тут нету ничего не вырезать, ни вот этих алжирских глазков, ни таких традиционных шовчиках, как мы используем в хардангерах. Ну и вот у меня, смотрите, помощница тоже. Как без котиков. Пойди. Вот будет у меня. Осталось мне это, я сейчас вам покажу, где я нахожусь. Я вот вышиваю, вот где-то у меня вот эта часть средняя, ну так я из центра начала, у меня вот эта вот средняя часть вышита. Вот здесь, видите, я уже до конца дошла. Вот здесь это уже заканчивается вот эта часть. Осталось мне вот этот кусок вышить, вот эту голову, вот отсюда, собственно, сама голова, и хвост вышить. Вышивается сама вышивка, она длится недолго, но я, как-то уже говорила, я беру схему и полчаса просто тупо втыкаю в эту схему и смотрю, ну, что же мне делать и как же это все делать. Сейчас я вам покажу кусочек схемы, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Ну вот, возьмем, допустим, вчерашнее, то, что я делала вчера. Вот я сделала вот этот кусочек. И я такая, ну, сначала я вот это сделала, вы видели, а потом я начала вот это вот все делать. Я такая сидела, смотрела. Угу. Хорошо, сделала вот это. Потом опять вот в это. Угу. Сделала это. Ну и потом вот эти косички. Я вышиваю шелком Авер де Суа. Этот шелк у меня сама я подбираю. Это не соответствует номерам. Кстати, в этом наборе, ну не в наборе, а в этой схеме дается тоже Авер де Суа, но другие номера, и поэтому я выбрала то, что у меня было в наличии, и этим вот и занимаюсь. И в основном у меня здесь идет 3 сиреневых цвета, 2 зеленых и 2 серых. Вот такие, один серый светлый, один серо-синий вот такой. Ну, это уже у меня Глориана, вот это идет вот такой. Это Ауэр де Суа, и вот это тоже. И это тоже Глориана. Ну, вот эта ниточка с переходом, она классно смотрится. Сейчас я вам покажу, где она вот здесь. И этот переход прям заметный. Ой. Вот этот, видите, вот эти жучки, они именно это Глориана, и видно, как они, переход из них. Так, наверное, поближе надо показывать, чтобы видеть, какая красивая это все. Вот такое. Так что на следующей неделе
Я буду продолжать мои зимние сюжеты, которые я вам показала. Хочу повышивать немножко этого котика, тоже очень он классный, соскучилась я за ним. И, ну и посмотрим. Приходите, смотрите и увидите, что случится на следующей неделе. На следующей неделе будет третий старт в вышивальном разгуле, у меня, соответственно, второй. Я надеюсь, будет то, что мне хочется, а мне хочется Эми Бишоп The Garden начать, и я надеюсь, что тема будет подходящая для моего гардена. А на этом пока, друзья, все. Вот такое коротенькое видео получилось. Ну, какая неделя, такое видео, что ж, ничего придумать другого не могу. Я вам желаю здоровья, не болейте, берегите себя и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.